Всем привет! Вы смотрите Флагман Шоп, меня зовут Павел, и сегодня мы поговорим про очень интересную силиконовую приманку, это флагман Hitomi. А кого заинтересует данный товар, ссылка на интернет-магазин. Hitomi – это достаточно интересная пассивная приманка, выполнена в форме слага. И можно сказать, что такая приманка имитирует какую-то личинку, либо же пиявку, которые также обитают под водой и которыми питается хищник. Приманка имеет такое длинное вытянутое тело с достаточно глубокими ребрами. И благодаря тому, что силикон очень мягкий, достаточно такая живая, подвижная и, можно сказать, игривая, чувствительная к различным с ней манипуляциям. Приманка имеет достаточно длинную вытянутую форму, имитируя таким образом какую-то личинку, либо же червяка, которые, например, обитают под водой и также являются кормом для хищных рыб. Приманка ребристая, как видите, ребра достаточно глубокие и благодаря очень мягкому силикону является такой достаточно активной и подвижной, поэтому при любых самых малейших подергиваниях, манипуляциях приманка тут же отзывается и уже начинает играть под водой. Выпускается приманка флагман Hitomi аж в 5 размерах, поэтому подойдет для самых разнообразных рыбалок. Самый маленький – это такой очень миниатюрный размер, малютка в размере 1,1 дюйм. Такой размер подойдет в первую очередь уже для любителей мармышинга и ловли наноджигом. Следующий размер покрупнее – это уже приманка в размере 1,6 дюйма. Размерчик покрупнее, но все-таки небольшой окуневый. Следующий размер, и это средина нашей линейки приманок, это уже размер 2 дюйма. Я думаю, этот размер самый уловистый, самый универсальный и подойдет на все случаи жизни. Для ловли как небольшого окуня, так уже ловли щуки и судака. Размеры побольше у нас это 3 дюйма. И самый большой, уже такой достаточно жирный, объемный слаг, это Hitomi 4 дюйма. Приманка в размере 4 дюйма, я бы сказал, что это уже в первую очередь судаковый слаг, но есть любители и ловли щуки на слаге. Она отлично играет как в неогруженном состоянии, так и на различных оснастках монтажа. Вот так, например, выглядит Hitomi, оснащенная небольшой легкой джиг-головкой для ловли щуки по мелякам. Несмотря на то, что приманка ребристая, но тело все-таки достаточно массивное, поэтому для нее подойдут самые разнообразные виды монтажа. Монтаж на небольшой мормышке мы уже рассматривали. Это популярный монтаж среди любителей небольшого окушка. На таких мормышках можно даже оснащать и приманки побольше. Например, здесь у меня груз примерно 0,7 грамма с небольшим крючком и приманка в размере 1,6 дюйма. Также для Hitomi отлично подойдет самый простой и классический монтаж на чебурашке с открытым одинарным крючком. Здесь у приманки будет отличная подвижность, она хорошо играет, и где можно ловить на открытый крючок, я думаю, лучше всего использовать именно такой монтаж. Также приманка отлично монтируется как на офсетный крючок. Жало крючка здесь мы можем спрятать среди ребер приманки для того, чтобы ловить в каких-то крепких закоряженных местах. Еще Hitomi отлично садится на небольшой двойник для того, чтобы рыбу лучше засекать. Например, такой монтаж двойник с шарнирной чебурашкой отлично подходит для ловли судака. И даже на джиг-головке приманка также отлично себя ведет, достаточно свободно и живо, активно играет. Так как приманка пассивная, активных элементов у нее нет, и на равномерной проводке она не играет. Для такого силикона лучше использовать различные подрывы, подергивания и обязательно волочение по дну. Например, в паре с вольфрамовым грузиком и используя проводку такие одиночные подрывы, можно отлично приманивать окуня и судака на твердом ракушечном дне. Также для приманки отлично подойдет
равномерное волочение по дну с небольшими паузами. Это будет имитировать такую небольшую пиявку, которая ползет там на дне водоема, при этом поднимая небольшую муть со дна. Это также отлично провоцирует хищника. Можно, конечно, использовать и проводку классическую ступеньку, там на 2 оборота катушки, но так как приманка сама по себе активно не играет, такой подход не будет уже самым результативным. Поэтому нужно использовать всякие подбросы, подергивания и волочения. Для такого слага такие проводки будут самые эффективные. Цветовая гамма приманок также очень широкая и разнообразная. Есть много одноцветных вариантов цветов, например, как темные, натуральные, кислотные, либо же всеми любимый ультрафиолет. Также есть много интересных и двухцветных расцветок. Также все расцветки контрастные. В таких приманках используется один какой-то темный натуральный цвет и другой уже яркий, провоцирующий. Когда вы не знаете, какой цвет приманки подобрать, очень удачно можно использовать именно двухцветные цвета. И, как показывает практика, на такие расцветки рыба отзывается охотней. Весь силикон компании Flagman является съедобным, и приманка Hitomi не исключение. Приманки пропитаны специальным аттрактантом, который обладает таким достаточно резким запахом и отлично чувствуется на приманке, как такая жирная субстанция. Поэтому в воде такой силикон также будет создавать вокруг себя дополнительное ароматическое облако, и помимо активной живой игры будет привлекать хищника благодаря хорошему аттрактанту. Цена на приманки Flagman Hitomi достаточно бюджетная, поэтому будет по карману совершенно любым рыболовам. А широкая размерная линейка поможет подобрать приманку на любую рыбалку, будь то ловля супер мелкого окуня на наноджиг, либо же уже ловля достаточно крупной щуки и судака. Вот такие у нас приманки Flagman Hitomi. Кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и задавайте ваши вопросы. С вами был Павел. До встречи на воде.